Гонщик-экспериментатор Крастан прибыл. Страшно, пиздец. Пит-стоп! Тема лютая получилась, очень. Эй, здрасте, с вами Даня Крастер. Ну что, мой маленький извращенец, настало время строить электрические дрифт-карты из говна и палок. То, что каждый может купить, мы будем делать дешево, сердито, быстро и, возможно, опасно. Как и у каждого уважающего себя DIY-щика, у нас в холодосе был гироскутер, поэтому почему бы его и не заюзать? А даже если у тебя его нет, то бэушный стоит копейки. Дербаним с него мозги и колеса, раму тоже пока не выкидываем, с нее надо откусить крепление колес. Итак, что у нас здесь за потроха электронические? Основная управляющая плата, ну то есть мозги, как я люблю говорить, аккумулятор. И две еще вот таких вот платки, которые представляют из себя вот эту маленькую пи***ину. Это и есть гироскоп, который определяет положение всей вот этой вот платы в пространстве. Ну, во-первых, давайте начнем с простого, с аккумуляторов. В гироскутерах, которые вы покупаете на Авито, в бэушных, они, как правило, дохлые. То есть их криво заряжали, они там лежали 300 лет. Некоторые их вообще зажали и не продают. Поэтому посмотрим, сколько на родном у нас получится погонять. Я думаю, что не очень много, возможно, под замену. Вот эта плата у нас остается в первозданном виде. У нее есть сервисный разъем, вот эти 4 пина, в которые мы внедримся, перепрошьем его, чтобы запускать его с кнопочки, и было определенное ускорение. Еще и гайд вам выложим со всеми ссылками и чертежами, и вообще 3D-моделью нашего драндулета. Будет классно. И если вы не хотите заморачиваться с перепрошивкой, можно поступить по-босяцки. Взять две вот эти штуки, удлинить вот эти провода, склеить вместе эту херню и из них сделать педаль газа, наклоняя которую вы уже будете запускать моторы и, собственно, двигать ваш драндулет. Это тоже рабочий метод, хоть и немного инженерно некрасивый. Ну, а что я, собственно? Сами все увидите. Погнали дальше по гайду. Переехал чуть-чуть. Рубрика «Охуевшие ручки». Сейчас покажем вам, как обойтись без какой-либо вообще сварки. Обязан предупредить, что это смертельно опасно, и это не инструкция, сука, к действию. Это просто такой вот физический опыт у нас, чтобы показать, что соленая вода проводит ток. Чтобы сварить дрифт-трайк, мы будем пользоваться совсем уж простой электродной сваркой, потому что вы постоянно мандите, что у нас столько оборудования. Можно всегда обходиться простыми вещами, например, дешевым инвертором, который стоит сейчас 5000. Очень советую к приобретению, если у вас его нету. Итак, что мы будем делать? Для начала я выдружу банку с обычной водой из-под крановой на магнитную мешалку. Конечно же, если у вас нет магнитной мешалки, ничего не получится. Ложками мешать запретили у нас. Юлька. Мы ее запускаем перемешиваться. Запульдыриваем туда соли очень много. Полкило. К одному проводу делаем держак. Держак-то уж найдете в гараже, я так полагаю. И можно еще у бати стрельнуть. Как они называются? Как ты, блядь, называешься? Как тебя зовут? Еще нам понадобится 2 электрода. К одному мы подключаем вот так вот. И он у нас будет в воде тусоваться. Блядь, главное, чтобы не соприкоснулись. Пи***а же будет сейчас. Ну и ко второму сейчас примотаем тоже что-нибудь. Кусок провода нам нужен. Неправильно, волки мы сначала собрали. Вот это нам пригодится по классике, чтобы ее на массу кидать. Мы будем разрывать здесь фазу, соответственно, которая идет на деталь, на один электрод, на второй электрод. Соответственно, она должна пойти дальше на вот эту хуйню. И второй провод с этой хуйни уже пойдет на массу. И тогда у нас все заработает, и будем надеяться, никого не ударит током. Ха-ха-ха-ха! Соответственно, вот это тоже подключаем сюда же. И теперь мы уже готовы выдружать. Не повторяйте, блять, это. Как вы можете заметить, 2 электрода у нас уже в банке. Вилку втыкаем в розетку. Ох, не ебало бы. У нас здесь идет 0, и он идет вот сюда. А фаза пошла вот так вот, через эти 2 электрода, через вот этот вот самопальный резистор и на держак. Чисто теоретически все у нас законно. Но фактически нихуя незаконно и охуенно опасно. Не повторяйте это, много раз скажу. Ну что, пробуем? Сука, свет погас. Значит, надо увеличить расстояние между электродами.
Слишком большой ток у нас пошел и сработал автомат. 16 ампер автомат эту хуйню нашу не выдержал. Давайте попробуем на 25, уже переключились. Ну-ка, что он расскажет? Что, тоже выбило? Нет, не выбило. Может быть, у нас просто в вилке пиздец настал. Но я не вижу, чтобы ее опалило. А, нет, был. Вот здесь пепел. Вижу на пластике. Отгорело моментально. Ладно, давайте ее меняем и пробуем. Потому что автомат вроде как выдержал. Ну что, попробуем еще раз. Вроде как починили. О-хо-хо-хо-хо! Работает! Вы посмотрите, у нас запузырились эти электроды. Газ пошел. Газ! Блять. Первый раз варю переменкой 220. Очень ненадолго хватает нашей электрической сети, но тем не менее все работает. Ну, Сереж получился какой-то. Конечно же, это полная хуйня, и делать так не надо. Мы вам лучше в следующий раз как-нибудь покажем, как из 3 аккумуляторов сварку сделать, потому что постоянный ток более контролируемый в этом плане. При всем при этом в банке у нас начинает образовываться водород в идеальной пропорции с кислородом, сука, чтобы в итоге получился гремучий газ, так называемый. Слышите хлопок? Это вот пузырики хлопают, горят. Так что не стоит этим заниматься. Идем дальше делать дрифткарт. Эй, бич, переходи на мой твич. Основная задача рамы — это выдержать весь вес этой байды вместе с твоей тушей. Поэтому тут делаем упор на жесткость. Бери толстые профиля и не жалей сварки. Не думаю, что тебе хочется полжопы потерять, пока дрифтишь. А вот по размерам можешь особо не париться и делать под себя. Могу сказать сразу, что мы немного борщанули, и в итоге карт получился великоват. Но в целом это не проблема, потому что мы-то придумали, чем место занять. Хе-хе. Да-да, не надо вонять на полуавтомат, мы честно показали, что можно обойтись электродной сваркой. Ну а дальше сроки горят, так что извиняй. Весь прикол такого дрифт-карта в рулежке и ручнике. Ось руля должна быть строго вертикальная, иначе прикола не будет. По сути, для дрифта все оси колес должны быть вертикальны, даже задние. Получится своего рода тележка из магазина, которая может ездить в любую сторону, но с приводом. Если что-то вдруг не подходит, а такое наверняка случится, подгоняй по месту, не стесняйся, это ж DIY-ное дерьмо. Потянув за ручник на таком карте, ты меняешь угол задней оси до момента, когда задние колеса тоже встают вертикально и могут свободно вращаться вокруг оси, прям как на магазинной тележке. Все же наваливали боком на тележке с батиным пивом между прилавками, пока он выбирал себе закусон. Так вот, та ж херня. Но для этого всего нужен ограничитель. А как мы знаем, это вторая функция старого советского ключа после ржавения в ящике. Еще говорят, что им гайки откручивают, но тут хз, это скорее всего пи***ч. Первые тесты прошли успешно, даже с клещами вместо руля, так что нас определенно ждет успех. Единственное, что на голой раме сидеть не очень удобно, поэтому наш старый холодос благородно пожертвовал свою дверь ради видоса. Осталось только закинуть всю электронику со скутера на вилку и сделать хоть какой-то руль. Для этого сгодится самая обычная фанерка. Последним важным компонентом будет педалюха с потенциометром, которая регулирует обороты. Сажаем на монтажные пластины и пора погонять. Гонщик-экспериментатор Крастан прибыл, готов приступить к испытаниям. Включаем аппаратуру. Ну что, погнали. Твою мать, нихуя себе он резвый. Что за дела? Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. К нему надо привыкнуть. Нормал, он скидывает вообще. Не-не-не-не-не. Я пока так покатаюсь. Надо привыкнуть. Себе. Ну, привыкаешь, кстати.
Ну я так-то гонщик вообще прирожденный, вы не знали? Аккумулятор сел. Сука, нам его критически не хватает. Надо апгрейдить, надо ставить новый аккум. Надо веселиться. Это было круто. Всем здрасте, это Крастивит, и в нашей лаборатории BMW Low Budget Customs мы прокачаем эту колымагу. Сзади мы установим антикрыло, чтобы увеличить прижимную силу на большой скорости и увеличить управление. Также мы заменим вот этот уставший от жизни аккумулятор, чтобы сделать его побольше, и она могла рвать все 3 часа, как тебе этого хочется. Снизу мы установим яркую неоновую подсветку, чтобы ты мог щеголять на ночных гонках. Также мы заменим вот эти стоковые никудышные баранки на спортивные классные колесики. Руль здесь полное днище и недостоин настоящего гонщика, поэтому мы сделаем мягкую обивочку и улучшим эргономику. Ну и конечно, какая прокачанная тачка без монитора. Здесь будет как минимум один. Первым делом избавляемся от этих жидких колес и ставим усиленные. Руль обтянем дорогим поролоном и самой блатной изолентой, чтобы твои пальчики не натирала грубая фанера. Конечно же, ставим светодиодную ленту. Обязательно RGB. Какой тюнинг без подсветки? А родной аккум отправляем в помойку и ставим автомобильный. Одного будет мало, поэтому впи***ем сразу 3, чтобы высасывать из них все 46 вольт напруги. А сейчас осторожно, небольшой спойлер. Для самого большого монитора понадобится инвертор на 220 вольт и одноплатный компьютер, чтобы выводить любимые видосы. Ну, в смысле мои, Крастибита. Ну чё, давайте обкатаем нашу чудо-повозку. Страшно, пиздец. Бля, сука. Да, не хватает ковша, короче, чтобы не выкидывало туда-сюда. Тема лютая получилась, очень. Скидывает люто вообще. Для меня тупо страшно вообще педаль нажимать в пол. Хороший денек. Сука. Так, вспоминаем НФС. Там не надо было сильно разгоняться, чтобы дрифтить. Сука. Минус ноги. Ля, ну это весело. Реально. Если была не дверь от холодильника, было бы не так весело. А так она хотя бы в ноги втыкается, как скейтборд. Крушение! Сука. Кайф.
Что-то резиной паленой пахнет. Я не горю? Нет, не горю. Ништяк. Корма мешает. Стоп! Сейчас внесем некоторые технические коррективы. Надо поменять колеса на побольше. Потому что маленькие колесики, маленький подшипник, большие обороты на них, они начинают разогреваться и плавить резину шины. Если это можно шины назвать. Ну, в общем, сейчас все пофиксим. Пойдем на улицу, бахнем, посмотрим, как она пуляет там. Бау. Давно тебя не было в уличных гонках, не правда ли? Давай меняться. Сейчас я монитор как разъебу ему. Ну, в смысле нам. Ну, в смысле ему. Спасибо, Стик. Ну-ка, пацаны, разрешите мне? В следующий раз будем ракетный двигатель на Запорожье ставить для пародеющих. Подписывайтесь. Подписывайтесь на YouTube канал, ребят, дрифткартинг реально веселая тема. Посмотрим, как эта малышка ведет себя в городе. Это фристайл дрифт. Очень резаная штука, очень круто. Нас зацени. Стоит, снимает, как батек такой. Давай, погнал. Не, тема получилась очень крутая, несмотря на то, что она выглядит... Да она выглядит, какой базар. Очень жгучая. Можно обойтись одним аккумулятором. Короче, гайд 10 из 10. Увидимся через пару недель. Всем спасибо, пока!